Дорогие мои садоводы, вы только представьте на секундочку. Проходит всего 1 неделя, а ваша хиленькая рассада томатов, перца, огурцов вдруг превращается вот в такую жирненькую, крепкую. Стебли становятся толстые, ну прям как мизинец, а листья темно-зеленые, плотные, сочные такие. И самое главное, я ведь в самом конце раскрою тот самый секретный ингредиент, без которого этот рецепт работает только наполовину. Этот старинный бабушкин секрет изменил мою рассаду навсегда. Знаете, как это обычно бывает? Ох, знакомая история. Все начинается вроде бы хорошо. Семена дружно взошли, появились первые настоящие листочки. Радуешься. Но проходит неделя, другая, и начинается сплошная беда. Стебли становятся тонюсенькими, как ниточки, тянутся вверх, а потом начинают ложиться на бок. Листья бледненькие, слабенькие, какие-то полупрозрачные. А уж после пересадки в грунт такая рассада долго болеет, еле-еле приживается, и урожай от нее кот наплакал, друзьям и не похвалишься. А ведь чего я только не перепробовала за эти годы. И специальные лампы для досветки покупала, дорого и неудобно, и грунты всякие магазинные, и удобрения сыпала, то азот, то фосфор. В общем, деньги на ветер, пока не вспомнила старинный рецепт наших бабушек. Тот самый, что использовали и на колхозных полях, и в своих крошечных дачных огородах. В те времена, когда химии-то толком и не было, а урожай собирали корзинами. Сегодня я вам покажу это натуральное удобрение, которое готовится за 5 минут из того, что есть у каждой хозяйки дома. Откуда я его знаю? А мне лет 15 назад рассказала соседка по даче, тетя Маша. Ей уже за 80 было, а огород у нее, ну просто картинка. Я как-то и спросила: «Тетя Маш, в чем секрет-то?» А она так хитро улыбнулась и говорит: «Девочка моя, это ж от нашей советской агрономии осталось. Нас в колхозе так учили». И правда, химия тогда была огромным дефицитом, а урожай-то всегда был. С тех самых пор я этим рецептом каждый сезон и пользуюсь. Моя рассада растет без всякой досветки прямо на подоконнике. Даже самые высокорослые сорта, которые обычно от недостатка света ложатся, стоят ровненько, стебли толстенькие, а корни, как у настоящего дерева. Ну что, давайте готовить. Берем обычную пол-литровую баночку. Больше и не надо, этого хватит на всю рассаду. Наливаем туда теплой водички, где-то миллилитров 400. Вода должна быть такая приятная руке, градусов 35-40, чтобы все наши компоненты хорошо заработали. Теперь самое интересное. Берем 1 чайную ложку с хорошей такой горкой самой обычной пшеничной муки и высыпаем в воду. Следом 1 чайная ложка меда. Подойдет абсолютно любой, даже если он у вас уже засахарился, это не страшно. Давайте разберемся, почему это так хорошо работает. В муке ведь целый клад всего полезного. Фосфор, он для мощных корней, калий, чтобы стебельки были крепкие, магний для яркого, сочного, зеленого цвета листьев. Ну а крахмал в муке – это просто пир для полезных почвенных бактерий, которые помогают растению все это усвоить. А мед? Мед — это вообще источник быстрой энергии для нашей рассады. Там же глюкоза, фруктоза, плюс витамины, ферменты всякие. Они обмен веществ ускоряют. Калий и кальций из меда укрепляют клеточки растения, делая его сильнее. По сути, мы с вами создаем такой живой, полезный пробиотик для нашей земли. Все это хорошенько перемешиваем, прикрываем банку крышкой, но не плотно, чтобы воздух проходил, и ставим в теплое местечко на 2-3 дня. За это время наша смесь забродит. Там образуются органические кислоты и ауксины. Это такие природные гормоны роста. Вот как раз они-то и делают стебли толстыми. Готовый концентрат потом просто разбавляем чистой водой. 1 часть нашего раствора на 5 частей воды. Но, дорогие мои, это еще не все. Вот этот базовый рецепт уже хорош. Но есть 2 компонента, которые превращают его в настоящее удобрение премиум-класса. И это и есть тот самый главный секрет. Именно эти 2 простейших ингредиента кардинально меняют дело. Они дают рассаде все, что нужно для просто взрывного роста. Ну что, готовы? Итак, внимание! В нашу смесь из муки и меда, прямо перед тем, как ставить ее бродить, мы добавляем сухие дрожжи и древесную золу. Дрожжей нужно граммов 5, а золы — 1 чайную ложку. И очень важно, зола должна быть только от сжигания древесины, ни в коем случае не угольная.
И смотрите, что у нас получается. Дрожжи– это источник азота, чтобы зеленая масса росла, и витаминов группы В, которые рост ускоряют. А зола– это калий для иммунитета и фосфор для корней. Все 4 компонента вместе– это просто идеально сбалансированная, мощнейшая подкормка. Ну хорошо, приготовили мы этот эликсир. А что же происходит с нашей рассадой после полива? А вот тут начинается настоящее волшебство. Уже буквально через пару дней листья становятся заметно ярче. А через неделю, вы не поверите, стебли утолщаются примерно на 40%, а корни разрастаются вдвое. Это не преувеличение, результат видно прямо невооруженным глазом. Через 2 недели ваша рассада будет жирненькой, крепенькой, но точь-в-точь, как у профессионалов из питомника. И самое-то главное, растения, которые выросли на такой подкормке, в итоге дают урожай в среднем на 30% больше. Такая рассада не вытягивается, даже если света маловато. Она легко переносит пересадку, почти без стресса. И у нее появляется сильный иммунитет к болезням и всяким перепадам температур. Я проверила, и на томатах, и на перцах, и на баклажанах, и на огурцах работает безотказно. В итоге мы получаем здоровую, сильную рассаду, которая совершенно не боится переезда в открытый грунт или теплицу. И все это, заметьте, без единой капли химии, на самых натуральных продуктах. Готовится элементарно, а работает лучше многих дорогущих импортных удобрений. И вот смотришь на эту красоту и думаешь, если такое простое и мощное средство было почти забыто, то сколько же еще подобной мудрости наших предков ждет своего часа?